Привет, друзья! Когда у Германии рушатся связи с ближайшими соседями, это становится угрозой для всей Европы. И сегодня вы узнаете, как новый канцлер Фридрих Мерц пытается спасти ситуацию с Францией и Польшей, и что это значит для нашей общей безопасности. Свою первую зарубежную поездку после избрания на пост федерального канцлера Фридрих Мерц совершил сразу в две соседние страны. Это Франция и Польша. Это не просто протокольный визит, а особый дипломатический сигнал. На встречах с президентами Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском основное внимание, как ожидается, будет уделено именно вопросам европейской безопасности и проблем нерегулируемой миграции. Уже сегодня, то есть на следующий день после своего избрания, Мерц вылетает сначала в Париж, а затем в Варшаву. Во французской столице он намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как Европа может стать более самостоятельной и независимой, особенно после радикального изменения внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе. Тема усиления стратегического суверенитета Европы становится все более актуальной. И именно с этого начинается новая дипломатическая глава в карьере Фридриха Мерца. Во второй части поездки в Варшаве Мерц проведет переговоры с польским премьер-министром Дональдом Туском. Помимо обсуждения продолжающейся российской агрессии против Украины, одной из центральных тем станет также нелегальная миграция. Еще до вступления в должность Фридрих Мерц заявил о намерении ужесточить контроль на границе Германии и активизировать политику отказа во въезде. И это уже с первого дня его пребывания у власти. Внедрение именно этих мер будет введение нового министра внутренних дел от КСС Александра Домбринда. Польские власти, в свою очередь, относятся к таким инициативам с настороженностью и выражают определенный скепсис. Хочу сделать акцент не на том, что Фридрих Мерц был избран канцлером во вторник и лишь во втором туре голосования. В тот же вечер его предшественник социал-демократ Олаф Шольц официально передал ему полномочия в здании федеральной канцелярии. Уже во время предвыборной кампании, напомню, Мерц заявлял, что в случае победы первым делом отправится в Париж и Варшаву, обещание, которое он теперь выполняет. С обеими лидерами, как с Макроном, так и с Туском, он ранее уже неоднократно встречался. Кроме того, он часто упрекал своего предшественника Олафа Шольца в том, что тот допустил ослабление связи как с Францией, так и с Польшей. У нового канцлера амбициозные планы. Фридрих Мерц стремится кардинально переосмыслить и заново сформулировать роль Германии в рамках Европейского Союза. В январе 2025 года в своей программной внешнеполитической речи на мероприятии фонда Кербера он подчеркнул, что намерен положить конец европейскому молчанию Германии. Главным приоритетом он назвал восстановление отношений Берлина как с Парижем, так и с Варшавой. Совместно с Макроном Мерц хочет воплотить в жизнь концепцию суверенной Европы. С его точки зрения к этому относятся идеи французского президента о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания, обсуждение которой, по мнению Мерца, должно перейти от теории к конкретным переговорам. Сам Макрон уже поздравил Мерца с избранием в Бундестаг, подчеркнул важность новой главы в двухсторонних отношениях. Цитата. «Теперь от нас зависит сделать франко-германский двигатель сильнее, чем когда-либо прежде», заявил он. «Уже завтра мы встречаемся в Париже, чтобы работать над этим вопросом». В Елисейском дворце подчеркивают, визит Фридриха Мерца рассматривается как возможность послать очень сильный и немедленный сигнал о том, что в отношениях между Германией и Францией начинается обновление. В центре внимания, по словам представителей президентской администрации, должны находиться вопросы суверенитета, конкурентоспособности и безопасности. Такой двойной визит стал особым сигналом. Париж традиционно считается первой зарубежной остановкой для любого нового федерального канцлера Германии. Это своего рода такой дипломатический стандарт. Именно поэтому тот факт, что Фридрих Мерц уже в первый день после официального вступления в должность отправился не только в Париж, но и в Польшу, воспринимается как особый символический жест. Напомню, что предшественник Фридриха Мерца Олаф Шольц первым делом направился в Париж и в Брюссель. Мерц заранее подчеркнул, насколько важен для него новый старт в отношениях с Варшавой. Цитата. «Возглавляемое мною правительство с первого дня положит конец молчанию в отношениях с Польшей», заявил он еще до своей поездки. Он также выразил стремление выстраивать диалог с польской стороной с уважением и эмпатией, что должно задать тон для будущей политики ФРГ на восточном направлении. Для Польши тем временем на повестке остается тема компенсации за разрушение и ущерб, нанесенный Германии в ходе Второй мировой войны.
Варшава продолжает настаивать на пересмотре этого вопроса. Кроме того, польское посольство в Берлине уже выразило обеспокоенность по поводу заявленных Мерцем ужесточенных пограничных проверок. Хочу напомнить, что первый визит Фридриха Мерца в Польшу совпадает с самым напряженным периодом президентской избирательной кампании в стране. Кандидат Кароль Навроцкий, которого поддержит национал-консервативная партия «Право и справедливость», активно использует тему миграции и компенсации за Вторую мировую войну для усиления антигерманской риторики. Такая стратегия уже вызывает обеспокоенность в Берлине, и Фридрих Мерц, тем не менее, намерен ввести двухсторонние отношения на принципиально новый уровень. Он предложил заключить специальный договор о немецко-польской дружбе, который по его замыслу должен быть подписан 17 июня 2026 года, то есть в день 35-летия со дня подписания исторического договора о добрососедстве между Германией и Польшей от 1991 года. Эта инициатива призвана придать отношениям с восточным соседом устойчивую и обновленную правовую основу. Канцлера Мерца в поездке сопровождает и министр иностранных дел Йохан Вадефуль. Это важный сигнал, подчеркивающий стремление к согласованной внешнеполитической линии. Кстати, во времена правления коалиции светофоров такого согласия часто не наблюдалось, особенно в отношении политики по Украине. Теперь же впервые почти за 60 лет федеральный канцлер и глава МИД представляют одну и ту же политическую силу, что должно способствовать более слаженной дипломатии. После долгого и непростого марафона с препятствиями в Бундестаге новоназначенное правительство под руководством федерального канцлера Фридриха Мерца все же собирается на свое первое вечернее рабочее совещание. Несмотря на поздний час, на повестке дня не только распределение министерств, но и официальная иерархия между ведомствами в обновленном кабинете министров. Одним из первых его решений в новой должности стал так называемый организационный указ, в котором он четко определил, как будут распределены полномочия между министрами. Важной инновацией стало также создание нового министерства. Это ведомство по цифровизации и модернизации государства. Это означает, что общее количество министерств увеличилось. Указ был представлен лично канцлером Фридрихом Мерцем вечером во время установочного заседания нового состава кабинета. Также в документе была закреплена официальная последовательность министерств по значимости. Сразу после канцлера Фридриха Мерца в этом списке стоит министр финансов Ларс Клинбольд, который будет выполнять обязанности вице-канцлера, хотя эта должность не имеет официального статуса. Следом за ним идет министр внутренних дел Александр Домбрит от ХСС, после него министр иностранных дел Йохан Вадефуль и министр обороны Борис Писториус. Таким образом, структура правительства четко выстроена по рангу. Серьезные изменения произошли в области образования, науки и космоса. В соответствии с положениями коалиционного договора, организационный указ перераспределяет полномочия между министерствами, что затронуло даже их название. А теперь расскажите, как вы думаете, сможет ли дипломатия Мерца восстановить вот эти утраченные связи, или нас ждет еще более глубокий раскол в Европе? Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних событий и новостей в Германии и Европе. И спасибо за просмотр.